Они встретились в офисе строительной компании «Аркада» 10 лет назад. Алексей, высокий, с усталыми глазами и легкой сединой в темных волосах, был инженером-проектировщиком. Марина, хрупкая, с теплой улыбкой и длинными каштановыми локонами, работала в отделе кадров. Их столы стояли в разных концах офиса, но взгляды пересекались чаще, чем того требовали рабочие вопросы. Сначала это были случайные «привет» в курилке или общие шутки на корпоративе. Потом долгие разговоры о жизни за чашкой кофе в обеденный перерыв. Они не заметили, как их души начали сплетаться в невидимую нить, которую оба боялись назвать любовью. У Алексея была жена Света и сын Мишка, которому едва исполнилось 7. У Марины муж Игорь, молчаливый водитель грузовика, и дочь Лиза, мечтающая стать художницей. Их семьи были не идеальными, но стабильными, как старый дом с потрескавшейся краской. Жить можно, если не трогать стены. И все же каждый раз, когда Алексей смотрел на Марину, он чувствовал, как внутри что-то рвется, желание быть ближе, держать ее руку, слышать ее смех не как коллеги, а как мужчины, который любит. Марина же, встречая его взгляд, краснела и отводила глаза. Но сердце ее билось так громко, что она боялась, он услышит. «Ты когда-нибудь думал, что было бы, если бы мы встретились раньше?» — спросила она однажды, когда они задержались в офисе допоздна, заканчивая отчет. Алексей замер, держа ручку над бумагой. Он долго молчал, а потом тихо ответил. «Думал. Но мы не можем переписать прошлое, Марин. А будущее?» Ее голос дрогнул. Он посмотрел на нее. Так, как смотрел сотни раз. Но в этот момент впервые не отвернулся. Будущее. Оно не только наше. Есть Света, Мишка, Игорь, Лиза. Мы не можем просто взять и... «Я знаю», — перебила она, опустив голову. «Просто иногда мне кажется, что я живу не своей жизнью». С того дня они стали осторожнее. Разговоры укоротились, взгляды стали реже. Но чувства никуда не делись, они затаились, как угли под пеплом, готовые вспыхнуть от малейшего дуновения ветра. Шли годы. Мишка пошел в 4 класс, Лиза начала рисовать портреты маслом. Алексей и Марина научились притворяться, что между ними ничего нет. Но в марте 2025 года все изменилось. На очередном собрании их отправили в командировку в небольшой городок у подножия гор проверить проект нового жилого комплекса. 2 дня вдали от семей, вдали от привычных стен. Они ехали в поезде, сидя напротив друг друга, и молчали. Но тишина была громче слов. «Я больше не могу так», — сказал он внезапно, когда поезд остановился на какой-то забытой станции. Марина подняла глаза, ее пальцы сжали край сумки. «Что ты имеешь в виду?» «Я люблю тебя», — выдохнул он. «Люблю уже давно. И каждый день, когда я вижу тебя и не могу обнять, я умираю внутри». Она молчала, а потом слезы покатились по ее щекам. «Я тоже люблю тебя, Лёш. Но что нам делать? У нас семьи, дети. Я не знаю». Он взял ее руку, впервые за все годы. «Но я хочу попробовать. Хочу быть с тобой. Хоть один день, хоть час, но по-настоящему». Они решили. После командировки они поговорят с семьями, попробуют все объяснить. Это было безумие. Но в тот момент им казалось, что любовь сильнее вины. Они провели ночь в гостинице, не переступая черту,
но впервые заснули рядом, чувствуя тепло друг друга. Утром они улыбались, как подростки, держась за руки под столом во время завтрака. Уважаемые зрители, будем очень благодарны, если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает нам. Спасибо за вашу поддержку. «Ты правда готов все бросить ради меня?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Ради нас», — поправил он. «Я устал бояться жить». Но судьба не дала им шанса. В день их возвращения городок накрыло землетрясение. Магнитуда 7,8 балла. Достаточно, чтобы здания сложились как карточные домики. Они были в офисе местного филиала, когда пол задрожал. Алексей схватил Марину за руку, потянул к выходу, но потолок рухнул раньше, чем они успели сделать шаг. Он очнулся под обломками. Пыль забивала легкие, правая нога была придавлена бетонной плитой. Темнота вокруг казалась живой, но он слышал ее голос, слабый, далекий. «Лёша, ты здесь?» «Марина!» — крикнул он, кашляя от пыли. «Где ты? Говори со мной». Я не знаю. Что-то тяжелое на мне». Ее голос дрожал, но в нем была жизнь. «Держись, я найду тебя». Он попытался сдвинуть плиту, но боль пронзила тело, и он застонал. «Лёш, если ты выберешься, скажи Лизе, что я ее люблю». «Нет, ты сама ей скажешь. Мы выберемся вместе». Он бил кулаками по бетону, игнорируя кровь на костяшках. Тишина. А потом ее шепот. «Я не хочу умирать без тебя». Он плакал, кричал ее имя, пытаясь ползти. Где-то вдали слышались сирены, голоса спасателей, но они были слишком далеко. Время текло, как песок сквозь пальцы. Марина лежала в нескольких метрах от него, придавленная балкой. Ее грудь едва поднималась, кровь стекала по виску. Она шептала его имя, как молитву, цепляясь за надежду, что он жив. Ее рука тянулась в темноту, словно могла дотянуться до него. «Лёша, помнишь, как мы пили кофе, и ты сказал, что я красивая?» Ее голос был еле слышен. Он услышал. Сквозь шум в ушах, сквозь боль. «Да, помню. Ты всегда была самой красивой. Держись, Марин. Я рядом. Я не чувствую ног. Холодно». Она кашлянула, и звук был влажным, страшным. «Я согрею тебя, только не уходи». Он рвался к ней, но тело не слушалось. Спасатели нашли их через 3 часа. Алексей кричал, чтобы они искали ее. Указывал направление, пока не потерял сознание от потери крови. Марину вытащили последней. Ее глаза были открыты, но взгляд уже ушел куда-то далеко. Алексей выжил. Его ногу ампутировали ниже колена, но он не чувствовал этой потери. Все, что он потерял, осталось под теми обломками. Он вернулся в город, где его ждали Света и Мишка, но дом казался чужим. Каждый день он приходил на могилу Марины, приносил ее любимые ромашки и молчал. История их любви осталась тайной, похороненной под обломками. Но где-то там, в темноте, их души все еще держались за руки, шепча друг другу слова, которые не успели сказать при жизни. Уважаемые зрители, будем очень благодарны, если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает нам. Спасибо за вашу поддержку.